Книга пророка Иоэля. Глава 1. Слово Господне, которое было к Иоэлю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду. Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшаяся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояжьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день, ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни. Иоэль, глава 2. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они,
и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь, и скажет народу своему: вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковницы и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того: излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь. И у остальных
которых призовет Господь. Иоэль, глава 3. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами, и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили. И что вы мне, Тир и Сидон и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше, и сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их совеям, народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят, поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас свой, из Иерусалима содрогнутся небо и земля. Но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день: горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. А из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситтим. Египет сделается пустынью, и Едом будет пустою степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.